Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ноябрь 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Но будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но мы предполагаем, размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов, как и событий, так и, может быть, собственных инсайтов. Давайте, тем не менее, узнаем, что для вас будет важным в течение этого месяца. И это гадание или на этот прогноз мы выполним на 3 колодах. Мы раскроем попросту ситуации по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. Но первая карта, что важно знать или чем придется заниматься, уделять внимание, может быть, больше. Неожиданные события на ноябрь. Что завершится для вас, мои дорогие весы? А что нового войдет в вашу жизнь? Какие двери перед нами откроются? И что я смогу осуществить? Вот такой вопрос зададим для вас. По основным сферам жизни, дела, работа, бизнес смотрим энергетику. Денежная энергия и личная жизнь. Итак, что важно знать? Важное событие. Вот это да. Когда вижу эту карту, всегда слова Эйнштейна вспоминаю. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Вот я лучше не передам эту карту, чем Эйнштейн. Может быть, это мои ассоциации, я вам их предлагаю рассмотреть. Почему? Обратите внимание, здесь шут, он такой очень своеобразный. И первая карта у нас, первый аркан, это маг. А здесь как будто шут, да мага, жонглирует всем зодиаком. И в колоде Таро иллюминатов, знаете, называется карта шута «Хаос перед началом творения». Вот вроде бы хаос, а мы какой-то порядок откладываем, отстраиваем. Или, может быть, что-то мы себе, начиная новое, новые способы не просто заработка, а новый стиль жизни, новое качество жизни, новые возможности. Но есть элемент обновления, и у каждого вот это обновление, оно проиграется по-своему. У кого-то, может быть, будет касаться вашей работы, вашего творчества, новых способов, опять же, получения дохода, а для кого-то и через личную жизнь тоже. Мы не сможем изменить какого-то обновления в нашей жизни. Старшие арканы это о том говорят, что обстоятельства еще будут так складываться, вынуждая нас либо что-то делать по-новому, либо совершенно не так, как прежде, отойти от каких-то стереотипов, разрушить их, не действовать как прежде. Это будет важно. Неожиданные события. Много информации. Вот это информационный хаос сам по себе. Я тоже так называю эту карту. И правда, тут много людей. Или какие-то новости, которые утром одно, днем другое, вечером третье. Какая-то, знаете, чехарда или противоположность суждений, каких-то реплик. Может быть, просто много людей, которые пытаются на вас воздействовать, чтобы вы проучаствовали в каких-то вопросах. Но это по этой карте всегда какая-то неразбериха, в которой самое лучшее не участвовать, сначала пронаблюдать со стороны, и для себя определиться, нужно мне двигаться в этом направлении, нужно мне, может быть, кому-то помогать, нужно ли мне откликаться на это предложение, и только потом, после определенного анализа, принимать уже какие-то действия. Здесь просчет какой-то должен быть. Пространство будет готовить какую-то почву к этим переменам, но все-таки ответственность лежит на нас самих, поэтому мы не должны себя подвергнуть риску. И точно, не участвовать в лотереях, можно все проиграть. Вот в этом плане для кого-то подсказка, особенно с 5 жезлов. Я бы еще, знаете, сказала, не слушайте, что говорят люди. У вас сейчас своя программа. Потому что чем больше вы слушаете советов, или вы сами идете, чтобы за советом, да, вам такого наговорят, разностороннего, что вы окончательно ориентиры какие-то можете потерять. Поэтому прислушайтесь к собственной душе, будьте гением собственной жизни. И интуиция. Очень хорошо, что завершится. Ну, видимо, деньги какие-то вы получите, то, что вам, может быть, причиталось. По крайней мере, знаете, это карта финансового успеха. Хотя мы можем оказаться в такой ситуации. Тот человек, который нам долгое время помогал, у него сейчас будет
обстоятельства будут, наверное, такие, что он может сказать: извини, я больше не могу тебя субсидировать, как будто я не могу тебе прийти на помощь. Вот надейтесь сами на себя. Деньги как будто мы получим, но это может быть как финальный аккорд какой-то. Или, может быть, вы рассчитаетесь на прежнем месте работы, вы тоже получите деньги. И теперь у нас новый способ заработка будет. Возможно, и так. Давайте мы посмотрим, что же нового идет. А новое, вообще новое качество жизни. Вот все то, что я говорила по нулевому аркану. Туз кубков. Для кого-то может быть и встреча новая. Для кого-то работа новая. Возможности, перспективы. Да, важно не просчитаться. Знаете, важно будет, но где-то не расслабиться по волне эмоциям. Все-таки это у нас кубки. И вроде через край. Может быть, одно какое-то приятное известие, событие, признание в любви, комплимент, и мы уже вы воспарили к небесам и утратили связь с реальностью. А по карте дурака нам надо все контролировать. Вот как-то так. Значит, радость будет, мои дорогие весы, но вам себя нужно будет возвращать в реальность. Заложить такую хорошую платформу продвижения наперед. Но то, что радость будет новая, это точно. Может быть, правда, что-то такое новое знакомство, что я смогу осуществить, какое-то давнее свое желание, карта императора. Вы можете завершить какое-то дело. Может быть, начать и закончить. По этой карте это часто мы обращаемся к высоким чиновникам, заключаем как раз, может быть, эта карта провластная, какие-то договоры, контракты, соглашения. Может быть, по этой карте, ну так отчасти вы будете решать вопросы по поводу кредитования или закрывать кредиты, мои дорогие. Вот такое тоже может быть. По этой карте мы можем получить новую должность. По этой карте мы можем добиться, вот император, вообще небывалых высот. Мы можем быть сами представителями власти или сменить ваше место работы на какую-то провластную структуру. Такое тоже может быть. И где-то император, но тут только посыл идет такой, что энергия как бы она больше огненная. Но император обладает определенными полномочиями и обязанностями. Поэтому часто император проводит параллель между тем, что я хотел бы осуществить, и какова обстановка, которая способствует осуществлению этого. Я к чему? То, что есть цели, намерения, которые мы ставим на первое место. Но есть такой момент, как наше взаимодействие с окружающими, к примеру. И император понимает, чтобы его какой-то план и дальше продолжал осуществляться, ему необходимо вносить коррекцию в какие-то мелкие повседневные планы или взаимодействовать как-то с людьми. Вот проанализируйте все это. Это старший аркан, у каждого по-своему может быть. Может быть, это как знакомство с таким человеком. Вполне вероятно, пойдете оформлять какие-либо документы, вы можете с таким человеком познакомиться. И какое-то взаимодействие оно тоже может потом продолжится. Но благодаря, может быть, конкретному человеку вы сможете решить какой-то вопрос. Опять же, даже если это чиновник, значит, получится как-то договориться или, может быть, какой-то вопрос по закону как раз вам удастся решить. Такое тоже может быть. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Рыцарь мечей. Будут где-то вам доказывать свою точку зрения, вы можете столкнуться с людьми со сложным характером, скандалистами буквально, где-то и нас может так словно подмывать, кому-то что-то доказать, но по этой карте держи нейтралитет, нам сразу говорят, отступи полшага назад и наблюдай. По этой карте хорошо только тогда, когда мы ищем с учетом карты дурака. Когда мы ищем информацию, что же есть по факту. Мы ищем истину, и мы ее найдем. Но это холодные энергии, посмотрите. Мы не должны увязнуть в какой-то конфликт, мы не должны себе навредить, мы не должны сделать какую-то глупость. Вот буквально. Нужно быть очень внимательным. Тут как будто у вас, знаете, от нулевого аркана до императора может быть один шаг. Поэтому от ваших правильно принятых действий, что-то по работе, но мы еще раскроем, будет зависеть продолжение какое-то или тот результат, который вы получите. Деньги. Деньги будут. Десятка пентаклей. Деньги вы действительно получаете, мы об этом говорили. У кого-то могут решаться вопросы, связанные
с имуществом, с недвижимостью, с переездом, может быть, да, где-то купля-продажа или какие-то новые варианты вы будете рассматривать, или этим вы будете заниматься. Но десятка пентаклей, это могут быть и вопросы семьи, поддержки семьи сразу, да, это может быть как второй источник дохода, вот такое тоже, ну, как будто финансы будут. Личная жизнь, ожидания. Для кого-то это может быть ожидание буквально. Я жду ребенка. Для девушек, для женщин. Может такое вполне проиграться с тузом кубков, с картой нулевого аркана и с картой, тем более императора. И какая-то история личной жизни может проиграться тоже. Или это я жду, в принципе, жду чего-то. Вот давайте мы будем смотреть с вами на колоде 78 дверей. И первое у нас идет это по работе. Что на вашем месте работы теперешнем? Когда мы заняты трудом, когда мы строим карьеру, кстати, да, действительно, энергетика нам подтверждает, что элемент новизны может быть элемент перехода, когда мы словно сдаем жизненный экзамен, и у нас новые возможности. Нам показан конкретно ремесленник делает двери, и в этой колоде карт важны именно двери сами по себе, открыты они или закрыты, или ключи, как ее открыть. Так вот здесь нет закрытых дверей. Тут сам человек делает эти двери, которые впоследствии продаст и заработает на этом деньги. Вот что-то такое от ваших приложенных усилий, от правильной, может быть, расстановки приоритетов. С кем взаимодействовать, а с кем нет. Кому что-то доказывать или вовремя уйти, вы великие дипломаты. Поэтому где-то сгладить острые углы, себе не навредить. Это будет важно. Заниматься своим делом, и тогда у нас прям прогресс обеспечен. Хорошо, давайте мы посмотрим. По новой работе или по новому источнику дохода, заработку. Вот вам, пожалуйста, будьте аккуратны с одной стороны, да. Но здесь перекликается где-то. Это новое дело для кого-то. Может быть, я только пробую себя. И с одной стороны, рассчитывать на то, что быстро как-то пройдет, да, продвижение наше, а оно будет. Я бы сказала, нельзя. Рисковать собой нельзя. Здесь искусство мелких шагов. Мы сами себе начальники, может быть, но мы сами себя и страховать должны. Мы где-то рассчитываем на то, что мир ответственности все-таки может прийти за наши какие-то неправильные действия. С одной стороны, это вдохновение, прекрасная карта, каких-то новых возможностей, но через какие-то возможности мы не должны себе навредить. Вот этот самый ключ, видите, как интересно изображено. Нет как будто преград для нас, дверей нет. Есть только пространство. Но человек, он-то здесь как раз в этой колоде карт. Он, посмотрите, остановился у края обрыва, и он словно в пространство примеряет ключ. Поэтому если для вас какая-то обстановка не ясна, просто сделайте паузу, остановитесь. Я не имею в виду, что это пауза на целый месяц. Нет, конечно. Я имею в виду, когда, знаете, нам нужно какое-то время подумать, что за этим будет следовать, или что-то просто просчитать, или каким образом найти этот ключ. Вот какое-то взаимодействие будет важно. Финансы давайте для вас посмотрим по основному способу дохода вашего сначала, да, что нам говорят рыцарь кубков. Знаете, а тут, в принципе, по рыцарю кубков это ведь какие-то приятные эмоции, что-то нас тут определенно порадует. Хотя для кого-то из вас, для того, чтобы иметь в дальнейшем продолжение денежное какое-то, или это может быть как новость. Знаете, как вот шутливо говорят, есть две новости, плохая и хорошая. Так вот, тут как будто что-то может завершиться с одной стороны или измениться, как руководитель, например, на вашем основном месте работы, и это будет где-то так немножко выбивать из колеи, или новый график работы. И для нас как будто вот как этот водопад нужен будет пройти сквозь этот холодный душ для того, чтобы увидеть какие-то возможности наперед, а они определенно для вас будут. На что-то все равно как будто решиться, потому что перемены неизбежны. Но наша задача, вот как я сказала, холодный душ. Мы должны увидеть какую-то реальность. Давайте по деньгам, по новому способу заработка посмотрим, по новому доходу, хотя деньги есть. Что-то тут нас может так вдохновить, и мы можем быть словно в ожидании. Для кого-то из вас
много эмоций, много вдохновения, много ожиданий, но про деньги нам ничего не говорят на ноябрь. Хотя деньги ведь у нас будут, посмотрите, десятка пентаклей. И я тогда, с учетом шестерки пентаклей, вот у вас две карты, как будто не рассчитывая, что вот в том ключе, который был на ноябрь, так оно будет где-то само протекать и в дальнейшем. Какие-то нужно принять решения или словно, может быть, поменять какую-то стратегию вашу по заработку или увидеть какие-то возможности, либо чего-то добавить, либо предугадать какую-то паузу или холодный душ. И, может быть, нам карты говорят, где-то деньги должны остаться на декабрь. И это не потому, что от вас еще где-то зависит. Может быть, обстановка, хоть на прежней работе, хоть по новому виду заработка, она может как-то меняться. Может быть, деньги могут задерживаться или еще какая-то составляющая. Посыл такой, что много эмоций у вас в ноябре может быть, но нам вернуться необходимо в реальность, чтобы с чем-то не просчитаться. Ладно, давайте посмотрим личную жизнь для тех, кто один или одна сейчас. Но тут рыцарь жезлов, мы готовы куда-то ехать, или вам могут предложить куда-то быстро отправиться, как-то изменить планы. По рыцарю жезлов мы сами готовы совершить какую-то поездку, и даже, кстати, мы готовы к тому по этой карте, что что-то в любой момент может пойти не так. Рыцарь жезлов, он как раз ожидает какого-то подвоха именно в этой карте. Она сама-то по себе, да, вроде врата открыты, нет никаких помех. Но мы понимаем, что что-то у нас не получится либо с первого раза, либо мы еще не знаем, что же мы увидим. С одной стороны, нам путешествие какое-то, да, или новые отношения добавит вдохновение, добавит, может быть, творческого какого-то импульса. Такое может быть, это все-таки у нас рыцарь жезлов. Но сказать, что мы тут что-то планируем на далекий период времени, нет. Обстановка будет меняться. Она может у вас несколько раз меняться и в ноябре где-то. Может быть, много людей вокруг вас. И тут у каждого по-своему. Для кого-то из вас может вполне вероятно расхотеться с кем-то продолжать отношения. Может быть, это знакомство было недавнее, или у кого-то оно состоится в ноябре. И то, что нам покажется в начале заманчивым, потом вы придете к выводу, нет, иду дальше. И такое тоже может быть. Но тут эта карта динамику показывает, поэтому если мы согласны идти, двигаться вперед, чтобы найти, может быть, пару, да, или с кем-то познакомиться, то общение нам как будто информация уже будут обеспечены. Для тех, кто в сложных отношениях, давайте мы узнаем, императрица. Для кого-то это очень значимая женщина в вашей жизни. Именно женщина, может быть, и мама, которая дает совет, например, почему нет, или сестра. Человек, который вам как будто с одной стороны вроде поддерживает вас, с другой стороны это может быть как обстоятельства, которые для вас может означать, ведь это карта власти, со всеми договориться. Императрица – это власть добрая, это где-то дипломатия, как раз ваша дипломатия, мои дорогие. И поэтому нам говорят, может быть, если черная кошка пробежала даже в вопросах пары, мы тут со всеми установим контакты, договоримся, может быть, эта карта говорит о том еще, что если была, может быть, тройственная какая-то ситуация, когда любовный треугольник, скорее всего, мы будем отдавать приоритет в пользу семьи, детей. Ну, кроме этого, еще и какая-то ваша прочная позиция. Как вы захотите, так вы и повернете. Захотите со всеми договориться, значит, договоритесь. Захотите обойти острые углы, пожалуйста. Но мера ответственности, потому что мера власти есть. Поэтому просчитать, может быть, что-то. Или чувствовать, что сердце подсказывает. Для тех, кто в паре. Ну, вы можете тут что-то задумать такое интересно, грандиозное. Кстати, переезд какой-то можете задумать запросто. С учетом десятки пентаклей. Вы можете задумать, или ваш партнер, например, меняет работу, или какая-то релокация офиса, и переезд вместе со всей семьей. Вы сами можете задумать, кстати, если отношения стояли, ну, так, знаете, словно был баланс. Не то мы вместе, не то все-таки нет взаимопонимания. Вот такое
могло быть. И вы поставили какие-то отношения на паузу, думаю, я посмотрю. Так вот здесь будет, наверное, возможность решить что-то. Либо я выхожу из отношений, либо я все оставляю. Не случайно королева кубков – это карта интуиции. У вас выпадает на личную жизнь и карта мудрости. Вот какое-то Соломоново решение вы можете принимать. Это может проиграться, как, допустим, если вы были на расстоянии, вы будете думать о том, чтобы съехаться вместе. Может быть, ваша семья или ваша пара, может быть, обстоятельства вас словно разлучили на какое-то время. И тогда с учетом где-то императрицы, это тоже можно перенести эту энергетику, потому что если мы говорим сложные отношения, ну, если на расстоянии люди, это тоже не так просто. Значит, какие-то такие, знаете, основные пункты вашего совместного проживания, построения отношений, дальнейших перспектив вашей пары вы тоже будете продумывать на дальнейший период. И здесь все зависит где-то от вас. Мы можем получить, как туз кубков, да, что нового. Мы спросили, войдет в нашу жизнь радость и счастье. А для кого-то по карте император, что я могу осуществить? Ну, определиться в тех отношениях, когда уже как будто уже все решено. И пора принимать решения и строить жизнь заново. Может быть, уже какой-то кризис как будто прошел. Я начинаю словно с чистого листа. Вот у каждого здесь по-разному. Давайте, мои дорогие весы, мы достанем одну карту, карту совет на колоде Таро Добра. Что для вас будет важно в ноябре? Что нам посоветуют карты? Восьмерка воды. Вот надо же, как интересно, да? И тут у нас восьмерка кубков. Это, в общем-то, одна карта. У кого-то вопросы необходимости могут быть переезда. И кто-то будет думать, а ехать мне или нет. А как будто придется. По этой карте есть, конечно, воспоминания, какая-то ностальгия, которая может нас вот именно в колоде добра нас немножко погружать в эмоции, может мешать, потому что вместо конкретики нас эмоциональный фон как будто в другую плоскость переводит. И тут будет важно, ну, наверное, не ностальгировать до бесконечности, а принять какую-то реальность. Может быть и так. А для кого-то из вас выйти, может быть, из какого-то замкнутого круга, решиться на что-то, мои дорогие. Все равно, хочешь ты или не хочешь, у вас нулевой аркан. И как будто обновление неизбежно. Что-то не будет, как прежде. И даже если мы что-то продолжаем, все равно, пусть это не ваши инициативы что-то по-новому начать, ну так значит пространство, словно нас поставит какие-то условия, все равно пересмотреть что-то и сделать по-новому. Уйти от какого-то стереотипа – это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.